Дмитрий Федяев заметил, что холст у вас высокого качества. Вы, Вячеслав, поделитесь, пожалуйста, где вы покупаете такие холсты, сколько они стоят. В общеизвестных местах ничего такого сверхъестественного нет. Даже на Валбересе заказываю вполне себе нормальные холсты. Бывает, ну, на подрамниках. Бывает, что очень тонкие, либо какие-то совсем дешевые клеенчатые. Но я такие не покупаю. Либо если случайно попадается, то просто догрунтовываю. Я все прогрунтовываю водоэмульсионкой. Латексной, водно-дисперсной краской. Мне нравится писать на тянущем грунте. Иногда покупаю лен, чаще всего хлопок, плюс даже 30% синтетики. Это Караваджо, итальянский холст в рулоне. Для работ среднего размера 50 на 70, 60 там, на 90 метровый, в общем, вполне нормально синтетическая нитка позволяет холсту тянуться, он не тяжелый, легкий, вот на этюды хорошо с ним ездить. Надежда. Сегодня посмотрела шортс некого художника, тут фамилия стоит, который написал картину большую, в новом стиле, с акриловой заливкой и так далее. Я оценил ее в 1 400 000. Такое может быть? Конечно, может быть. Но если покупают, извините, в баночке, продукты отправления вообще там за 200, что ли, тысяч долларов, то это больше, чем 1 400 000. Картина может иметь любую цену, какую считает художник назначить. Может быть, это финт такой, даже если ничего не продается, вот просто, ух ты, он написал картину за 1 400 000. Сразу типа такой поднимется его рейтинг, но его нужно доказывать. То есть ты можешь его поднять, опустить уже не сможешь. К тебе будет отношение такое. А то поднял, то опустил. Что-то такое, зачем мне покупать, если, может, он еще опустит, да? Ну, а потом, может быть, у этого художника есть какой-то доход, и он так заделал эту цену, ну, довольно-таки приличную, да? Ну, так, чтобы себе рейтинг поднять. Может, он дутый, а может, не, может, там шедевр. Я, конечно, посмотрел, но оценок другим художникам мне как-то неловко. Это бессовестно будет давать. Лучше собой заниматься, своим творчеством и никого не оценивать. Это вот, мне кажется, более правильная линия. НН надо непременно каждый день писать не столько для успеха работы, сколько для того, чтобы не выходить из колеи. Лев Толстой. Прекрасная идея, друзья. Так что давайте работать каждый день. 2 этюда, небольших. Я помню, был в гостях у художника Константина Михайловича Антонова. Уж не знаю, жив ли он сейчас. Великолепнейшая живопись. Это было во времена Строгановки. И он говорил, 2 этюда в день. Я вот, это Фрунзенская набережная, вот в окно посмотрел, там вечер какой-то. Раз, быстренько. Не для того, чтобы это продать, а это вот поддержание формы, это нравится. Это вот новое состояние запечатлеть, по-другому написать. Это постоянный эксперимент длиною в жизнь. Так что я за таких работящих людей, включая Льва Толстого. Светлана Левченко заметила, что у давних работ пожелтели белила. Что делать? На солнышко их? Какие белила посоветуете? И еще существуют ли качественные бюджетные краски? И какие? Спасибо. Ну, вы знаете, все-таки, наверное, мастер-класс я бы покупал. Ну, подороже, чем, я не знаю, Ладога или Сонет. Многие художники пишут и этим. Это все равно одна фирма, Невская палитра. Где-то побольше, наверное, вот этого, как он называется, белый порошок. Помню формулу, ТИО-2. Ну, где-то поменьше, где-то побольше муки, где-то побольше бумаги. Бумагу же кладут в колбасу, я слышал. Ну, значит, она будет не очень вкусная, не очень качественная будет краска, если туда бумагу класть или какой-то там белый порошок подмешивать. Ну, а белила посоветуют, да? Так, пожелтели, во-первых. Ну, пожелтели, это много льняного масла, значит. Ну, на солнышко можно, но она опять потом пожелтеет. Значит, осветлили на солнышке, она вернулся цвет. И, наверное, надо лаком быстро покрыть, чтобы зафиксировать это дело. Либо прокрыть еще какие-то вот эти места, ну, другими белилами, более качественными. Прописать. У меня такое бывало, я все-таки
и так пробовал, и пришел к тому, что нужно переписать какие-то. Ну, легко ли свернуть так, и даже это красиво получается. Так, какие белила посоветуют? Мастер-класс. Ну, в общем, цена, конечно, влияет на качество, что там говорить. Хотя многие белила, наверное, Невская палитра делаются, наверное, в Китае замесы делают. Но я не уверен, если кто-то знает, скажите. Евгений Пономарчука. Как добиться такого живого мазка, создающего вибрацию на полотне? Надо дробить намеренно все на холсте. Там, где мазок от кисти плотный получится, можно ли разбивать его мелкими пятнами? А что ж не разбивать? Разбивайте. Пробуйте по-разному. Если нужен такой плотный мазок, и вы не пишете на тянущем грунте, сделайте, вот специально готовьте, пишите обычно. И вот сейчас настало время жуткого, мощного мазка. Окуните кисточку перед тем, как делать замес, прямо в домарный лак. И замешивайте. С лаком он может вообще свисать там килограммами. И потом замерзнет, застынет в нужной вибрации. Может быть, я не очень точно понял ваш вопрос. Вы тогда еще раз напишите, уточните. Про мазки всегда интересно пообщаться. Неля Гурьева, слушая ваши видео, только полный дурак не научится писать. Ну, это еще что? Уроки есть же в онлайн-школе. Там и даже медведя можно научить, говорят, на колесе кататься в цирке. А живописи нужно научиться. Ну, уроки есть, дело за вами. Нельзя человека научить, он должен научиться. Это проявление его, вашего намерения. Я хочу писать там, как, я не знаю, божественно, это как кто-то там, как Бог. Ну, карты в руки, просто нужно двигаться, нужно заниматься каждый день изо всех сил. Разбуди вас ночью и спроси, какой гармонирует с зеленым? О, красный, вы должны сразу четко ответить. Красный, бордо. В общем, друзья, на том и порешили. Есть уроки, заходите в школу, выбирайте. Я буду помогать. Нила Милевская. А бывает у вас, Слава, плохое настроение? Влияет ли оно на работу в этот момент? Или мастерство всегда побеждает? Случается ли, что результат работы не дотягивает до вашего ожидания от нее? Как вы реагируете в этом случае? Лучше не ожидать. Но это как в сексе, Нила Милевская. Ну, какие могут быть в этом ожидания? Это сплошная спонтанность. А если плохое настроение, лучше и не начинать. А то мастерство, можешь не дотянуть до мастерства. Так что лучше подождать, переждать, книжку почитать, вино попить, книжки полистать хорошие, в музей сходить, конечно, на выставку. Сейчас на выставка в Пушкинском идет, заканчивается, успеть бы, про импрессионистов. Но это же всегда сильно мотивирует, когда ты смотришь работы людей, которые не просто сидят там, ждут, а работают, как Ван Гог. Он работал всего 10 лет, а написал столько работ, что поделили люди умные, что получилось 2 вот такого размера картины в день. Представляете, сколько он пахал? Так что это же вот огонь. Как его разжечь? Нужно раздувать. Вот когда щепочки плохо горят, нужно пламя раздувать такой дощечкой. В этом смысле, метафора к тому, что смотреть нужно, смотреть мастеров. Вот это и есть раздувание огня. На выставку ходить. Я живу за городом, но когда бываю в Москве, люблю заглянуть в Третьяковку, в зал Врубеля, походить, посмотреть Коровина, Серова. Просто побыть там. Часто захожу, просто погулять среди мастеров и посмотреть, побыть в этом поле. Вот. Мне это нравится. Лайк не забудьте поставить. Это очень важно для развития канала. И задавайте вопросы, комментарии. Спасибо. Вот как импрессионисту
написать пасмурный день. Бытует мнение, что вот импрессионист это значит ярко, это значит что-то перевранные цвета. Я вижу это совсем иначе. И вот в этом видео я показываю и рассказываю на примере вот этой работы, что все по-другому. Что каждая работа, которую мы пишем, она отражает именно то состояние природы, вот, которое мы наблюдаем и которое вот нас как-то восхитило. И задача импрессиониста не перебрать и не переврать с красками, с цветами, а написать свое ощущение вот этого, этого дня, да, или этой модели и так далее, натюрморта. Но самое главное в том, что если мы пишем правду, отталкиваясь от правды, мы можем, естественно, не то, что мы можем, а мы должны вносить свое вот сердце, свое ощущение в этот этюд, в эту картину. И тогда, поскольку состояния в природе всегда разные, и виды разные, мотивы, и тогда мы просто обречены на то, что мы будем многогранны. Мы будем писать по-разному. Мы же пишем, отталкиваясь от правды. В этом я вижу главную задачу. Писать ново, писать страстно. И вот это состояние, тонкое состояние, когда отношения сближены, это было написано в Переславле. Смотрите, как это вот к этому плану начинает работать, да? Вот этот кусок и этот. Когда отношения сближены, получается, что вот цвета сдержаны, но есть некое волнующее, тонкое состояние вот этой вот некой пасмурности в природе. Понаблюдайте за собой, когда хочется приукрасить, когда хочется ударить, да, а нет, а вот здесь вот нет. А здесь, вот в этом этюде, в этой работе показано, что ты сдерживаешь дела, ты не летишь на этой лошади на полной скорости. Ты очень все аккуратно. Так что заходите по ссылке. Буду рад вас видеть в моей школе. Будем двигаться к успехам. Другого выхода нет.